Всем привет, это Сибирия Герл, и я скажу, почему не Америка. Мы переехали в Аргентину, уже 7 месяцев здесь живем, и один из самых частых вопросов все-таки, почему Аргентина, все-таки Америка, но все латинское, почему? И я думаю, отвечу на эти вопросы конкретно, что касается штатов Северной Америки, да, и Аргентины. В чем, собственно, такая разница, что мы выбрали Аргентину, и для нас пока Америка – это не самый лучший вариант. Короче, расскажу все в этом видео. На своем канале я уже рассказала много о нашем переезде в Аргентину, о ценах, о менталитете, о многих вещах. Их можно посмотреть здесь. А в этом видео я конкретно расскажу, почему мы переехали не в США, какие есть минусы у США, и, возможно, кому-то из вас это пригодится. Давайте начнем. И ни для кого не секрет, что переезд – это, в принципе, очень сложный и дорогой процесс. И к выбору страны надо подходить очень ответственно, что, собственно, мы и сделали. Мы рассматривали много разных стран, чтобы там нам было хорошо по всем параметрам, и выбрали Аргентину, где официальный язык испанский, я не знаю ни слова, где вообще непонятна культура, непонятный менталитет, вообще ничего не ясно. Почему все-таки выбрали Аргентину, а не Штаты, где, например, все понятно, где я хорошо говорю по-английски, где я знаю более-менее культуру, и все это очень знакомо, как минимум по масс-культуре и так далее. Почему все-таки Аргентина? Так вот, рассказываю. Во-первых, Америка – это реально очень дорого. И в данный момент жизни для нас это конкретно дорого, и мы не можем себе это позволить. Вот и все. Мы взвесили расходы, доходы и поняли, что, как бы в Америке нужно работать в Америке, чтобы платить за такую аренду, чтобы платить за такие продукты, за цены на услуги, которые очень дорогие. Нужно искать работу в Америке. А лучше ее уже иметь, а не искать. Причина номер 2 – это так как я уже ехала беременная, я сразу смотрела госпитали, смотрела систему здравоохранения, няни, все вот это. И к вопросу о, опять же, деньгах, опять получается, что в Аргентине бесплатная медицина, в Америке очень платная страховая медицина. Няни, сервис, услуги, все это очень сильно влияет, поэтому Аргентина опять выигрывает, очень высокий уровень медицины, еще и бесплатный, выбор очевиден. Да, кстати, вопрос о моей беременности в Аргентине, как она проходила, можно посмотреть здесь. В-третьих, да, американское гражданство, в принципе, обязывает тебя к очень многому. К очень многому это как минимум платить налоги, несмотря на то, где у тебя, извините, доход. То есть ты можешь зарабатывать в России, ты можешь зарабатывать в Аргентине, там, в Дубае, не знаю, где угодно, но платить тебе налоги все равно обязательно придется в Америку. И это как бы супер минус, потому что мы точно не определились, в какой стране там, мы хотим жить, какая страна супер классная для нас, и обязывать себя гражданством, по крайней мере, жить в стране и копить годы, чтобы потом получить гражданство, имеет какой-то очень низкий смысл, чтобы потом просто платить всю жизнь налоги туда, где ты даже не живешь. Это очень странно и пока что просто не имеет никакого смысла. В Аргентине же нет двойного налогообложения с Россией, и можно платить конкретно в одну страну. Но сейчас прошли выборы, и Хавьер Милей наступил на президентский срок. Посмотрим, что будет. Надеюсь, ничего такого не изменится радикального. Мне кажется, изменится и очень много. Посмотрим. 4-й пунктик, конечно, почему не США? Потому что в США нужно еще как-то попасть. Я думаю, вы знаете, что нужна виза, а так как мы россияне, по крайней мере, я россиянка, для нас очень сложно получить визу в Америку, даже туристическую. И, так как посольства, конечно, в России нету, и, это сложно. Нужны основания, нужен продуманный план, а если ты получаешь туристическую визу, то ты не можешь работать, а ехать нелегалами, вот это все, знаете, беженство. Я не на такой степени отчаяния, чтобы там сидеть в тюрьме, пробираться через границы, придумывать себе дела политические, которые, знаете, около фейковые такие. То есть не сильно хочется с обмана начинать свою новую жизнь в новой стране, и хочется все легально, аккуратно и красиво. И пока что я не вижу такого способа. Именно поэтому, точнее, и из-за этого Америка тоже теряет свою привлекательность в плане миграции.
И в-пятых, это то, что переезд в США конкретно в данный момент не совсем соответствует нашим ценностям и жизненным убеждениям и нашему темпу жизни. Хочется, наслаждаясь жизнью, учиться и работать, а не в сумасшедшей гонке идти, зарабатывать, тратить все деньги на аренду, на продукты и жить вот в такой немножко ограниченной парадигме, я не знаю, как это сказать. Короче, жить во многом ограничивая себя. Поэтому пока жизнь в Аргентине для нас просто потрясающе подходит, где мы можем совмещать работу, хобби, путешествия, встречи с друзьями, занятия любимым делом. Да, и все это в приятном климате, и все это без ущерба себе и своему здоровью, и все это с наслаждением. И также узнаем новую культуру, узнаем новый язык. Учим, между прочим, испанский. Об этом будет уже скоро следующее видео о том, как мы общаемся здесь, потому что it's a big question, like, really. Потому что это вопрос такой хороший, большой, объемный для обсуждения. Поэтому спасибо, что вы посмотрели это видео. На этом канале будет очень много видео про Аргентину, уже очень много, можете посмотреть. И буду рассказывать дальше наш путь, нашу историю. Желаю тоже наслаждаться своей жизнью, любить свою жизнь. До встречи в новых видео. Пока!